Здравствуйте, друзья! Приветствую вас в своей мастерской. Посмотрел много роликов на YouTube и подумал, а почему бы не создать свой канал? И вот вы меня смотрите. Это моя мастерская, небольшая пока, но планируется расширение. Сегодня речь пройдет о гриндере. Я не буду показывать, как я его делал. Видео не сохранилось почему-то. Собирал я его не так давно, и получился вот такой монстр. Большой двигатель, но всего на 750 ватт. 2800 с копейками там оборотов. Включая его через частотник, потому что он у меня есть. Я его тоже приобрел не так давно. Сейчас я вам его включу, покажу, как он работает. В нем хоть 750 ватт, но я думаю, что довольно-таки мощный получился. Железо грызет на ура. Не забываем о технике безопасности и одеваем средства защиты. Показывать, как он работает, я вам буду вот на этой вот железке. Это у нас листовой металл толщиной 6 мм. Я ее уже немножко его поточил, когда проверял, давно это было. На ней его буду демонстрировать. Как видите, даже 750 ватт под нагрузкой ведет он себя довольно-таки хорошо. Хорошо точит. Лента старенькая, но справляется. А теперь давайте об устройстве гриндера. Из чего я его делал. Движение приводит все это дело здоровенный мотор на 0,75 киловатт, 50 герц, 2878 оборотов в минуту. Он очень здоровый. Настолько здоровый, что прям я сейчас покажу. Длиной двигатель получается 330 миллиметров. 330, блин, двигатель. Монстр. Монстрил, я просто сказал. Станина станка выполнена из листового металла 14 миллиметров. У меня не было другого потоньше. Я делал из того, что было. Такой зверюга. Натяжной механизм сделал из газлифтов мебельных. Нашел только 80-ю максималку. Хотя в интернете видел, что и больше бывают. 200-е, мне как раз 200 подошло бы. Но нашел 2 по 80. В сумме получается 160. Рассчитан он на 2000-ю ленту. То есть 2 метра ленты. И обточись. Ролики я заказывал у знакомого токаря. Он их выточил из алюминиевого сплава, который у него был, я не знаю марку. Наверное, D16 все-таки. Скорее всего. Вот так разбирать, то есть это регулировочный механизм выдвижения всей конструкции. Ригель выполнен из толстостенной профильной трубы со стенкой 3 мм. Все остальное выполнено, как видите, здесь уголок
50-й был. Я его подрезал, приварил. К нему площадку упорную. Площадка упорная тоже сделана из 14-го листового металла. Здесь все из 14-го листового металла, поэтому он такой тяжелый. Также есть механизм под подручник. Его я вам покажу позже, как он крепится. А теперь давайте я вам покажу ведущий ролик. Как я делал ведущий шкив вообще. Расскажу вам, вернее. Вот, видите, мне его приходится силой крутить, потому что он прикручен к верстаку, для того, чтобы не заваливался в сторону, вот вперед, то есть на меня, чтобы он не падал. Шкив выполнен у нас из толстостенной трубы, которую я взял от огнетушителя с толщиной стенки 5 миллиметров. Шкив крепится на валу винтом и шпон-паз там имеется, и шпонкой. Винт нужен для того, чтобы шкив не бил, потому что я обтачивал вал, он не хотел сюда налезать, вот это посадочное место не хотело налезать на вал двигателя. Его пришлось немного подточить, и он оказался с ямкой в одном месте. Поэтому, когда вставляю шпонку, шпон-паз, одеваю ведущий ролик, и с другой стороны я просто затягиваю винт, который натягивает всю эту конструкцию, и шпон-паз упирается в шпонку. Здесь приварено, значит, кусок металла толщиной 6 миллиметров из того, что я точил, вот вам показывал, как он работает. И на 2 болта прикручена переходная, так сказать, муфта вот эта. Берем и одеваем. Одеваем до упора. Вот он сейчас так слегка болтается. Но когда мы подтягиваем винт, да посильнее, то он встает жестко. Ролик бочка был снят с покупного гриндера. Ну, я бы так не назвал его, конечно, но продавец заявил, что это гриндер. То есть конструкция стояла на точиле. Я его оттуда снял и поставил сюда. В принципе, довольно-таки неплохой. Хотя нужно вытачивать новый. Это я закажу уже позже. В помещении при обработке металла, дерева становится пыльно, когда обрабатываешь его на гриндере. И приходится работать в респираторе. Но хотелось бы, чтобы пыли было поменьше. Для этого я буду конструировать пылесос типа циклон. Видео на просторах ютуба тоже очень много. Но там делают из бочек, из ведер от краски. А я хочу попробовать сделать его из моющего старого пылесоса, который у меня тоже есть. Он в рабочем состоянии. Мне его отдали добрые люди. Спросили, надо? Я говорю, да, давай, почему бы и нет. Насмотревшись видео, я решил сделать его. Подручник выполнен из простого куска листового металла толщиной 6 миллиметров, и перехвачена труба квадрат 20 на 20 с толщиной стенки 1 миллиметр. И это плохо, это не подходит на ригель
подручника. Вот промял болтами, когда подзатягивал, хотя затягивал слегка. Вот так он крепится, затягивается и работается. Вот такой вот монстр у меня получился. С пылью я бороться буду потом. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите в комментариях. Всем хорошего настроения. До новых встреч.